Господа, всех приветствую! В сегодняшнем видео я попытаюсь найти ответ на вопрос, который мучает меня уже достаточно продолжительное время. Суть его в том, что почему-то некоторые модификации самолетов, да и другой техники, ранее часто обозначались аббревиатурой BIS. Вроде, чего тут может быть непонятного? Захотелось конструкторам обозначить так самолет? Ну и ладно. Однако, обычно в конструкторской среде, и особенно среди военных, есть определенные традиции в наименовании проектируемой техники. Вот, например, у советских и российских конструкторов самоходной артиллерии была и есть традиция называть свою технику по названиям цветов, а у конструкторов средств ПВО по названиям рек. Также и в авиации. Вот, к примеру, линейка истребителя МиГ-21. Если рассматривать модели для авиации собственно СССР, то она начинается с буквенного индекса F, МиГ-21F, что значит фронтовой, и заканчивается моделью МиГ-21 СМТ, где S означает станцию Сапфир, M модернизированный, а T увеличенные топливные баки. А затем уже следует непонятный МиГ-21 БИС. Так все-таки, что же это значит? Изучив интернет вдоль и поперек, я нашел несколько мнений на этот счет. Как мне кажется, наиболее достоверной является только одна версия. Однако, для чистоты исследования перечислю все те, что повстречал. Первым делом мне попалось мнение о том, что в основе лежит английское выражение Best Item in Slot, Best in Slot, что означает «лучшая вещь по характеристикам». Однако, это выражение на английском как-то совсем не вяжется с советским производством, все же язык вероятного противника. Вторая версия, которая, по словам ее автора, гуляла в армейской среде, гласила, что БИС – боевой истребительный самолет или боевой истребитель сопровождения. Здесь тоже все очень маловероятно, так как задачи того же 21-го МиГа или, скажем, истребителя И-15 БИС не ограничивались задачами сопровождения, а фраза «боевой истребительный самолет» совсем уж не звучит. По третьей версии эта приставка обычно использовалась, чтобы обозначить последнюю, то есть крайнюю или заключительную модификацию самолета. Версия интересная и не лишенная логики. Однако, почему именно БИС, а не другое обозначение? И тут настала пора раскрыть самую объективную, на мой взгляд, версию. BIS означает вторую версию, от латинского bis дважды. То есть такая аббревиатура применяется тогда, когда происходит кардинальная переработка существующего проекта. Таким образом, по сути, создается проект с новыми свойствами, но при этом не вводится новое имя. Старое название дополняется приставкой BIS. На самом деле, на BIS такие аббревиатуры не останавливаются. Если свериться с латинским счетом, то модификации могут быть bis, ter, quater, quinques и так далее. И модификации с такими индексами действительно проскакивали, хоть и редко. Примером может служить автомобиль Fiat 15, у которого были модификации и bis, и ter. Так все же, откуда пошла данная традиция в советской и российской авиации? Все дело в тесных связях России в начале 20 века с Францией. К примеру, в 19 веке во Франции была такая винтовка, как Le Fusil d'Infanterie de Modèle 1822T BIS, где BIS как раз означало вторую модификацию данной винтовки. Первая была при переходе с кремниевой на капсюльную систему, а вторая с гладкого ствола на нарезной. Так что родиной данной традиции по праву может считаться именно Франция. А уже во время Первой мировой войны, когда Российская империя и Франция были в тесном союзе, русская авиация получила значительную подпитку от своих французских коллег в виде идей и технических решений, в том числе, видимо, и данную традицию. К примеру, модификация французского истребителя Newport-17 с улучшенным двигателем имела индекс BIS и активно поставлялась в страны Антанты, в том числе и в Россию. Похоже, что именно с Первой мировой войны зародилась такая система аббревиатур. После Первой мировой и революции связи с Францией были почти разорваны, а система обозначений так и осталась. Затем она быстро перекочевала в новоиспеченную Красную армию и ее авиационные части, после чего стала встречаться не только в авиации, но и в других технических сферах. Друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик.